Сейчас такое время интересное, когда люди, многие обращаются к своим истокам, пытаются понять, кто они. Я по себе могу сказать, что я тоже начала заниматься своим родом. А архитекторы, дизайнеры, творцы, художники, люди, которые связаны с созданием красоты, это очень часто история про преемственность, когда это переходит из рода, так скажем. Вот твоя любовь к эстетике, она откуда? Моя любовь к эстетике, конечно, воспитана во мне непосредственно моими родителями. В свою очередь, также у моей мамы был прекрасный пример перед ее глазами. Это была ее бабушка, очень творческий человек, который обладала прекрасным музыкальным слухом, шила для себя одежду, была частым посетителем театров. В принципе, родился я в старом районе города Москвы, это на Таганке. Соответственно, вот эти прогулки с видами на старинные усадьбы, вот это окружение, они в любом случае воспитывают в тебе любовь к красоте. Плюс все это в тебе рождает хорошую базу, которую потом, конечно, необходимо уже брать и в силу характера раскачивать, в силу каких-то интересных амбиций реализовывать и усиливать. Почему дизайн именно? Дизайн, скорее всего, это было предопределено тем, что все свое детство я старался улучшить свое пространство, свою среду обитания. У нас была относительно небольшая квартира, но тем не менее я каждый, наверное, месяц видел в ней дополнительные функции. Передвинув шкаф, у нас было пианино, которое, на мой взгляд, казалось, занимает кучу пространства, но оно поменяло дислокацию большое количество раз. Плюс какие-то переклейки обоев, перекраска стен. И с учетом того, что пространства немного, ты его максимально стараешься функционально использовать. И когда уже в школе встал вопрос в 6 классе, куда можно было бы меня направить специализированно, не было сомнений, что это будет художественное направление, изобразительное искусство. А уже после школы из всего варианта, это вообще изначально был дизайн среды, но он трансформировался в дизайн интерьера, потому что, в принципе, наверное, это лучшее, что получалось и продолжает получаться. Угу. А с Италией, вот когда ты же учился в Италии или нет? Как ты связан с этой страной? Италия вообще в моей жизни появилась еще на 2-м курсе обучения в университете, когда у меня представилась возможность работать с поставщиками итальянской мебели на российский рынок. Конечно, ты понимаешь, что обилие форм, материалов, интересных сочетаний фактур, цветов и всего остального, это выглядит максимально профессионально из того, что представлено на рынке. И ты понимаешь, что ты хочешь с этим работать, ты от этого получаешь колоссальное удовольствие, и все больше и больше ты хочешь интегрировать эти вещи в свои проекты. После этого, наверное, большие воспоминания в голове возникают. Это первое посещение итальянской выставки и Салони в Милане, которая проходит ежегодно, посещение первых фабрик и присутствие во время того, когда резчик красиво вырезает элементы из дерева, покрывают эти элементы сусальным золотом. Это просто какая-то магия, от которой ты уже просто не можешь оторваться.
И изучение культуры страны, конечно же, это сопряжено с изучением языка, потому что ты хочешь не просто общаться на английском, а ты уже общаешься на итальянском. И когда встал вопрос передо мной, что я хочу больше себя реализовать в архитектуре, я понял то, что мне было бы намного интереснее укрепить свои знания как раз-таки в Академии архитектуры в Венеции. Это такая колыбель архитектуры, потому что это довольно сложные инженерные сооружения, построенные просто на болотах. Соответственно, по сей день там продолжаю обучение и получение степени магистра в области архитектуры, получаю от этого колоссальное удовольствие. И могу сказать, что вот это тоже к вопросу преемственности и некоторого образовательного процесса, потому что, наверное, я в данном случае являюсь носителем культуры, традиций, которые могу передавать уже и непосредственно нашим заказчикам и клиентам, которые к нам обращаются. У тебя не было такого чувства, как будто бы ты родился не в своей стране? То есть, условно, тебе нравится быть носителем, там, собирать из Италии самое лучшее и передавать сюда на русский рынок? Или ты понимаешь, что вот был бы я сразу изначально рожден в Италии, все могло бы быть по-другому? Здесь же все-таки не так дизайн развит, как в Италии. Может быть, дизайн не так развит, как в Италии, но ты прекрасно понимаешь менталитет, ты прекрасно понимаешь культуру, российскую культуру богатейшую. С учетом того, что мама филолог, ты понимаешь, что русский язык – это самый богатый язык, который есть, для того, чтобы можно было рассказать и донести свои эмоции и впечатления. Смотря на итальянскую культуру, ты понимаешь, что чисто быть итальянцем – это своя, конечно, определенная задача, но мне кажется, именно симбиоз российского менталитета и понимание итальянской культуры – это как раз-таки рождает другое качество. Потому что ты понимаешь уровень сервиса нашего заказчика. В Европе это немножко другой запрос, но при этом на этот уровень сервиса ты можешь предложить то самое лучшее, не только итальянцы, а в принципе европейцы и мировое сообщество. Ты можешь из этого выбрать то самое лучшее, что предлагает на сегодняшний день мир для твоего заказчика, который достоин, конечно, самого лучшего. Хорошо. Понимаю там дизайн, понимаю, что ты там проявляешься как творец, но все-таки создать компанию – это уже про предпринимательство, да, и очень часто бывает, что люди создают компании, которые не являются дизайнерами. Есть люди, которые творят, есть люди, которые просто создают хорошие компании. Вот в твоем случае, когда ты принял решение создавать бюро, что это было, для чего, какие мысли у тебя стояли, какие ожидания у тебя были? В первую очередь, вообще, наверное, это больше про подход к бизнесу, потому что я полностью с тобой соглашусь, что есть люди, для которых важны непосредственно бизнес-процессы, есть люди, для которых важны вопросы творческой реализации и признания. Получив степень MBA в вопросах управления как раз-таки, я лишний раз утвердился во мнении того, что я прекрасно понимаю теперь бизнес-цикл, но заниматься вопросами управления мне неинтересно. Это, наверное, является той основной точкой и фокусом смещения внимания в деятельности, которой я занимаюсь. Мне, конечно, больше интересна самореализация, реализация творческих идей. И в данном случае, когда стоит вопрос, мы можем сделать там побольше, но, может быть, похуже качества, но, тем не менее, на объеме сделать хороший какой-то профит. Ты понимаешь, что нет, лучше это будет один объект, более сложные решения, сопряжение интересных узлов. Ты делаешь произведение искусства, да? Ты делаешь что-то авторское, что, может быть, не делают все. Это стоит дороже, но, тем не менее, ты получаешь в первую очередь удовольствие от того, что ты можешь себя реализовать. Твой заказчик получает удовольствие от того, что он получает красивый авторский индивидуальный продукт. И вот от этого симбиоза, вашего кайфа, уже деньги уходят на вторичный план, но обычно с ними тоже все в порядке. Ну да, это стандартно. Когда тебе нравится что-то, у тебя с деньгами все в порядке. Да. Когда у тебя творчество рождается в любви, результат твоей работы в первую очередь сопряжен с любовью к продукту, то тогда остальное, оно как-то подтягивается. У тебя безумно интересная жизнь. Насколько я смогла с ней ознакомиться за короткий промежуток времени, я бы хотела поговорить об этом. Что было до СИО? Да, долго я работала совершенно в другой индустрии. Это хорика, это ресторан и гостиничный бизнес. Там я сделала успешную карьеру и из сотрудника превратилась в топ-менеджера, который открывает
большое количество отелей, ресторанов. Я была в Америке директором по развитию в крупной консалтинговой компании National Restaurant Association. И моя команда открывала по всей стране большое количество объектов. Мы запускали рестораны в отелях, мы строили отели, строили отдельно стоящие рестораны и так далее. То есть и училась я, собственно, с такой целью, чтобы быть управленцем именно там. Училась я в английском университете, это Regents University, это факультет менеджмент, управления. И, собственно, это была моя основная база, которая меня, так скажем, сподвигла быть руководителем. Я долго работала в этой индустрии, но поняла, что, наверное, переросла ее, потому что произошел какой-то момент, я поняла, что мне все там понятно, мне уже недостаточно это интересно, мне хотелось покорять новые горизонты, мне стал интересен маркетинг. Маркетинг вообще такая интересная сфера деятельности, это такая живая субстанция, она постоянно меняется, гибкая. Интересно в плане реализации, ты постоянно должен придумать какие-то новые инструменты, стратегии, тактические ходы. Я поняла, что это мое. На тот момент я уже жила в США, поняла, что хочу получать образование именно в этой сфере. Пошла учиться на стратега в маркетинге. И там меня просто прорвало. Я поняла, что корпоративный опыт мне больше интересен, большой корпоративный опыт, нежели какие-то отдельно стоящие объекты. И какое-то время я руководила компаниями, которые не связаны вообще никак ни с хорикой, ни там, с нынешней моей деятельностью. Это были инвестиционные холдинги, это были ритейл-компании, маркетинговые агентства. В структуре в одной компании было несколько бизнесов в портфеле, которым я руководила. Это были компании с оборотом там, $2,5 миллиарда там, и так далее. Да, это большие структуры. Соответственно, этот опыт, конечно, сыграл большую роль вообще в становлении меня, кем я сейчас являюсь, к чему я пришла. Я также преподаю в 2 университетах. Это британка здесь, в Москве. И моя альма-матер – это Regents университет в Лондоне. Я преподаю онлайн-стратегический маркетинг. Если говорить, например, про компанию, в которой мы сейчас находимся. Ну да, переходя как бы к компании SEO, да. генеральным директором, которой ты являешься, да? Да. Как так получилось, что твоя жизнь стала связана с небольшой командой, да, но совершенно с другим, по сути, бизнесом? Это дизайн, это архитектура, это преобразование среды, это создание красоты. Вот как ты из больших таких, наверное, агрессивных финансовых гигантов вообще перешла в другую плоскость? Я человек такой любопытный, мне всегда хотелось чего-то нового. Есть во мне творческое зерно. Более того, я давно мечтала какое-то соприкосновение, наверное, с дизайном, с архитектурой. Я очень люблю искусство. Ты вообще хотела быть дизайнером, Хотела быть дизайнером. Сама хотела быть дизайнером, да. И даже пробовала учиться на дизайнера, но поняла, что это не мой склад ума. Я все-таки больше системный человек, нежели творческий, хотя к этому очень тяготею. После знакомства с Игорем нам сразу стало понятно, что тандем будет хороший, мы и разные, и одинаковые, потому что видение на какие-то вопросы у нас абсолютно идентичное, а построение бизнес-процессов, оно подразумевает в себе наличие профессионального менеджера в команде. Игорь это в свое время понял, и поэтому и пригласил меня к себе, собственно, руководить компанией. Я вообще по жизни перфекционист, так же, как и Игорь. Я обращаю внимание на все самое лучшее, на все самое классное. Мне всегда хотелось окружать себя классными людьми, у которых я могу учиться. И мне всегда было важно работать в лучших компаниях. Бренд для меня имеет значение. То есть я никогда не пойду в посредственную компанию, чтобы сделать из нее топовую. Возможно, это неправильно. Я предпочитаю взять топовую компанию и сделать ее еще лучше. Поэтому Игорь, конечно, привлек свое внимание. Он уже на тот период для меня был одним из лучших архитекторов и дизайнеров Москвы. Я наблюдала за ним. Я видела, что он делает. Мне всегда это очень нравилось. Игорь, конечно, уже был для меня авторитетным, топовым архитектором.
now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case. Мы, как брокеры, сталкиваемся с реалиями, да, видя огромное количество вторичных объектов, домов, квартир, сверхдорогих, в роскошных адресах. Это там Золотая миля, Остоженка и так далее. И то, что мы видим, говорит о том, что у наших людей очень плохо развито, наверное, какое-то эстетическое восприятие, то есть ремонты, которые были сделаны, они очень быстро устаревают, они не актуальны, они выглядят очень странно и так далее. Вот как ты считаешь, с чем связана эта проблема капитала? То есть капитал есть, но при этом отсутствие вкуса. Изменилось ли сейчас это? Вот как ты оцениваешь ситуацию? Потому что, извини, еще перебью, когда ты говоришь про симбиоз любви, энергии, творчества, создателя, создания произведения искусства, и как будто бы клиент тоже понимает, о чем идет речь, я сразу вспоминаю вот эти все отвратительные вторичные квартиры, загородные дома, и думаю, а насколько действительно клиент понимает, о чем идет речь, и вообще понимает ли он, что перед ним предложенное там произведение искусства. Вопрос понятен. Если мы коснемся непосредственно нашего заказчика, людей с максимальным чувством, да, вот этим сенситивом по материалам и ценностям, их, конечно, небольшое количество. Поэтому я считаю, что профессия дизайнера и архитектора в первую очередь это та профессия, которая образовывает заказчика, да, и говорит ему о том, что вот это будет красиво, вы ко мне за этим обратились, поэтому давайте мы с вами все-таки не будем отступать от концепции. И если исходить именно из этой профессии и ее предназначения, наверное, можно четко сказать, что как только наша страна открылась от железного занавеса, перед которым стояли другие задачи внутри страны, конечно, сразу появилось у людей желание максимально себя реализовать, и реализовать в первую очередь свое видение, а не видение тех профессионалов, с которыми они работают. Поэтому на сегодняшний день наследие того периода, который у нас был, оно довольно большое, и что-то можно, конечно, переделать. В большинстве случаев, к сожалению, это не укладывается в общие рамки эстетического вкуса мирового сообщества, поэтому в большинстве случаев, если хочется такой объект на вторичном рынке продать, нужно просто долго искать, и, может быть, даже это найдет свой отклик, просто это очень растянуто во времени, и, скорее там всего... просто покупают по цене квадратного метра, как будто бы это без ремонта. Это те, кто не ценит. А если найти того ценителя, который это будет готов купить, он будет готов за это заплатить больше. Но это, конечно, очень долгие деньги, поэтому в большинстве случаев есть общие тенденции, особенно на сегодняшний день. И общая тенденция на сегодняшний день, что заказчик больше привлекает к работе специалистов высокого уровня, и при этом заказчик становится более образованный. Он выбирает специалистов уже узконаправленных. И вообще вот эта категория, когда раньше один жнец был готов на всех дудках играть одновременно, она тоже постепенно уходит. Сейчас все понимают, что узкие специалисты, они в силу своего опыта и узконаправленного фокуса своего внимания гораздо компетентны, нежели чем специалисты широкого профиля. Есть популярное направление, это минимализм. Минимализм прослеживается и в архитектуре, и в интерьерах, входные группы, лобби, и как будто бы уже не совсем модно, что-то такое нарядное, помпезное, как было раньше. При этом вы все-таки любите очень ар-деко. Да? Насколько я понимаю, ар-деко — это самый нарядный, самый роскошный стиль, который говорит: посмотри на меня, я прекрасен. Да? Такая отсылка к великому Гэтсби. Как это совмещается? Направление минимализма, куда мы все движемся, и в ресторанах, и в одежде, и богатый нарядный ар-деко. Если мы посмотрим на истоки, то, скорее всего, в чистом виде минимализм, как мне кажется, он к нам приходит из других стран. Но если мы посмотрим на наш культурный код, то он воспитан тоже поколениями. И в сильной стране, сильная страна обязана себя окружать элементами, которые будут показывать мощь и энергетику страны, города,
да, чтобы это все-таки было ощутимо. В свое время, там, в те же 30-е годы, было целое архитектурное направление, которое формулировало специально сильную архитектуру, чтобы народ, который проживает в России, понимал, что у власти сильный человек стоит, чтобы люди могли гордиться своей страной. Поэтому, конечно, минимализм, он имеет свое большое распространение в силу того, что он не перегружен. Может быть, тоже люди где-то устали от чересчур классических форм. Но, опять же, если говорить о тех людях, которые себя окружают красивыми и интересными элементами, в любом случае это в первую очередь материалы и фактуры. Эти материалы и фактуры, они в любом случае стоят денег. Отсюда и появляется, наверное, понятие премиальности либо роскошности данного интерьера. Но если мы возьмем все эти красивые элементы и поместим их, интегрируем в какие-то минималистичные формы, они могут не так красиво работать. Поэтому элемент арт-деко – это не обязательно чрезмерная декоративность. Это может быть отсыл к каким-то формам, которые, в свою очередь, рождают этот интерьер. Это ритмичность, это геометрия определенная, это сочетание фактур. Все это в общей сложности формулирует этот стиль, который имеет прямое отражение, как мне кажется, во внутреннем мире нашего заказчика. Поэтому выбор каждого человека, он, конечно, базируется на его каких-то личных ощущениях. Но мне кажется, что в нашей стране есть еще определенный период времени, где перспектива будет именно в этом направлении. Может быть, не в оригинальном чистом виде, как оно было изначально в те 20-е, 30-е годы, а какой-то нео-ар-деко, нео-ампир. Но, тем не менее, это современное прочтение старых классических форм, но в актуальных современных материалах. Мы тоже вот как брокеры видим, как, несмотря на популярность минимализма, все равно люди хотят нарядные пространства, арочные какие-то истории, роскошные лобби. Все это очень нравится. Мне кажется, мы здесь больше даже схожи не с европейским народом, а с восточным как будто бы. Мы хотим наряжаться и хотим видеть архитектуру. И даже мы когда делали опросы о том, что больше всего нравится людям, все фанатеют от сталинских высоток, потому что они масштабные, они огромные, помпезные, они показывают вот эту силу, да, и мощь нашей страны, по сути. И вот самое интересное, что как раз-таки, если посмотреть на современную архитектуру, которая, может быть, не отвечает таким сильным запросам на декоративность и так далее, что было интересно в то время, что изначально государство диктовало то, что смотрите, какая красота, мы готовы на это выделять деньги, поэтому оно до сих пор, уже сколько времени, там почти через какое-то время, 100 лет уже будет, как это все дело нас радует и долгие-долгие годы. А на сегодняшний день, конечно, вот элемент упрощения, какого-то рационализма и так далее, мне кажется, в некотором ключе даже отражается на том, что мы чего-то недополучаем. То есть мы очень сильно взяли сейчас ориентир в архитектуре на Запад. Очень многие современные объекты возникают, стекляшки, небоскребы и все остальное, но тем не менее в связи с этим размывается немножко тот стиль, который у нас был, и на самом деле он во всем мире, можно сказать, является нашим лицом. Например, там сталинский ампир. Это довольно яркий, самодостаточный стиль, очень классный, и хотелось бы на него сделать некоторый акцент, поэтому его упускать не хочется, и мне кажется, что как раз в этом и есть на сегодняшний день зерно, потому что у нас была неоклассика, да, еще какие-то вещи, а вот в таком ключе можно поработать очень неплохо. А вот, кстати, в дизайне можно представить, что есть русский стиль? Ну, если мы возьмем, в принципе, русский стиль, это если из архитектуры больше, да, там это исторический музей, храм Василия Блаженного, это все-таки такой немножко пестроватый вариант, и русский стиль, наверное, он мог бы быть здесь поддержан, это была очень интересная идея. Идея у меня была это лет 10 тому назад, ее очень хорошо, в свою очередь, пытался реализовать Денис Симачев. Это элементы мебели внутри интерьера, которые напрямую расписаны или украшены нашими традиционными тематиками росписи. В данном случае Денис выбрал это какие-то сундуки, столы и стулья с хохломой. Мы, в свою очередь, думали о том, чтобы делать форму комодов Луиджи XIV, ну, например, с фасадами, расписанными гжелью. Это, конечно, такое условно, потому что оно немножко похоже на азулежу, португальские вот эти плитки. Но, тем не менее, у нас есть большое количество и палех, и оренбургская роспись, и очень много всего. Класс.
Еще хочу поговорить с тобой про винтаж. Как с ним работать? Я вижу, что наши клиенты, высокобюджетные клиенты, безумно любят антиквариат, его собирают. Я вижу, как винтаж интегрируется в моде, в пространствах, везде. Вот как правильно с ним работать? Это же определенная энергия прошлого, которая, по сути, с тобой в комнате находится. Хорошо это или плохо, использовать в квартире или нет? Это, конечно, индивидуальный абсолютно подход у каждого человека. Абсолютно точно можно сказать, что винтажные вещи – это те вещи, которые на сегодняшний день не производят. Да? То есть, когда начиналась культура производства, и люди осознанно шли на определенные усложнения, интарсии, использование интересных материалов, то наследие, которое на сегодняшний день воплотить или произвести заново очень проблематично, потому что, скорее всего, утраченные традиции, материалы уже не те, потому что постепенно они уходят. И здесь, конечно, от этого можно получать колоссальное удовольствие, если это какие-то аутентичные вещи с историей. С точки зрения энергетики, опять же, каждый смотрит по-своему на эти моменты, но, опять же, здорово, когда эти вещи присутствуют, наверное, в каких-то общих зонах, проходные пространства, холлы, те пространства, где действительно мы не проводим 30% времени, например, так как вот спальня, потому что довольно сложно, да, непонятно до конца, что это может нести. Хотя знаю прекрасно заказчиков, которые испытывают удовольствие именно от того, что это мебель, как и если перевести в данном случае предмет разговора на архитектуру, кто-то больше кайфует от вторички с красивой архитектурой, а кому-то необходимо только наоборот красивое новое жилье. Поэтому здесь абсолютно все индивидуально. Где искать винтаж? Есть какие-то барахолки же, да? Или неправильное название? Скорее всего, это какие-то рынки, да, это какие-то интересные пространства. Причем в Европе эта культура, она работает намного дольше. И в каждых городах, где это является такой сильной стороной города, например, там каждое 3-е воскресенье месяца на площади устраивается вот этот развал. Это стоят палатки, стоят владельцы, у них очень большое количество всех этих предметов. Во Франции есть вообще отдельно целый город, куда люди едут специально за винтажными элементами, потому что ты идешь по улице вдоль красивого канала с речкой, и слева и справа, это прям на несколько километров, у тебя различного рода бутики, какие-то магазинчики, где ты можешь найти абсолютно от огромного рояля какого-то старинного, заканчивая маленькой из муранского стекла рамочкой для фотографий. Интересно, и причем можно полностью собрать интерьер под ключ. У европейцев, в принципе, это имеет очень большое распространение. У нас, если посмотреть на культуру антиквариата и винтажа, конечно, очень большое наследие – это элементов из дерева XIX века, потому что у нас было много краснодеревщиков. У меня даже у бабушки дома стоит сервант, где просто на фасадах из цельного элемента дерева вырезаны журавли. Это смотрится очень объемно, очень красиво, для таких вещей нужно место. Где-то в центре, по-моему, даже было кафе, по-моему, называлось «Буфет» или «Аист». У них прям была фишка интерьера, то, что в интерьере стоит 15 различных буфетов, именно русских, которые куплены в разных местах разной эпохи. Где еще интересно был еще в Прибалтике, в Юрмале, тоже большое количество, но там как раз идет смешанная стилистические мебель и аксессуары, потому что там большое наследие югенстиля, это Либерти, да, эпоха Ар-Нуво, соответственно, это какие-то лампы, декорированные элементы, те же серванты, но вот больше в этой стилистике. Вот такие вот, да. Да, плавные линии, вот такая вот история. Да, у нас, конечно, этого меньше. Больше, вот французы в силу того, что все-таки они декораторы, это можно увидеть по европейским выставкам, там, если и Салони это больше современные новые производители мебели в Италии, то французы это современные производители, но больше декоративных вещей. Это столовые приборы, это салфетки, какие-то салонки, перечницы, фотографии. То, конечно, у французов, соответственно, как у лучших декораторов, наверное, в мире, не побоюсь этого слова, вот такая есть своя культура по комплектации объектов винтажными, красивыми, интересными вещами с историей. Детали такие. Да, абсолютно. То есть у итальянцев будет шторка висеть, у нее красивый карниз, там какая-то бахрома, а у французов обязательно булавочка, какой-то подхватик, вот какая-то мелкая продуманность, которая доводит это изделие просто до идеала. Мне европейская культура, красота европейской культуры понятна, особенно Франция, это безусловно.
обсуждать даже бессмысленно. А вот ар-деко, это же все-таки Америка, да? Или нет? Скорее, как раз-таки, это вот напрямую есть Франция, есть Америка. С учетом того, что, будем откровенны, что во Франции наследия больше, потому что намного дольше история развития страны, государства. По-другому люди смотрят на эстетику и пластику. У Америки это свой американский ар-деко, как раз-таки в стиле Гэтсби. Это стиль роскоши, но она такая шиковая здесь и сейчас, больше геометричная. Если посмотреть между собой, сравнить просто примеры французского ар-деко, более изысканного, плавные линии. Это элементы такие вот выточенные и вымеренные до миллиметров, за счет чего создается вот такая вот изысканная помпезность. То даже если посмотреть истоки, американский дизайн, в принципе, он больше пришел из Англии. А английский дизайн, он подразумевает хорошие классические решения, ну, например, более какую-то такую грубоватую мебель, более деревянные какие-то комоды. Не всегда они отличаются утонченностью, какой-то лоском и чрезмерной выработкой, как у французов. Поэтому, если мы посмотрим и на ар-деко американский, он немножко погрубее. Да, они абсолютно имеют одинаковую базу. Это та же ритмика, это, может быть, те же материалы, мрамор, металл, шелк. Но, тем не менее, французы в силу своей природы, вот какой-то, может быть, излишней дотошности и скрупулезности в желании добиться максимального результата, это видно напрямую по их стилистическим решениям. То есть их можно отличить друг от друга. Просто в силу того, что французы, они старее, может быть, у них уже нет просто стремления окружать себя вот настолько этими вещами. А американская культура в силу того, что она просто моложе, люди приехали, стали зарабатывать деньги, им захотелось здесь и сейчас шикарно показать, что вот они мы, и вот что нам нравится. Поэтому, может быть, оно было ярче. Хорошо. Вернемся в нашу холодную Москву. Так. Что сейчас происходит в индустрии дизайна в Москве? Какие вызовы перед нами стоят с учетом всех событий, да, которые произошли? Какие основные проблемы ты видишь в индустрии дизайна? В отношении индустрии дизайна то, что я для себя вижу с точки зрения, например, проблем, да, конечно, то, что нас пытаются отрезать от источников вдохновения, это, конечно, красивейшие, старейшие бренды, которые каждый год нас удивляют какими-то новыми интересными решениями, и бренды, которыми мы просто вдохновляемся, да, для того, чтобы реализовать наши красивые, интересные задачи под запрос нашего заказчика. Первое, что я вижу, я не думаю, что это куда-то уйдет, я вижу просто перед собой в первую очередь задачу обогащаться максимально знаниями в путешествиях, поездках, в образовательном процессе для того, чтобы их привносить сюда и здесь тем самым образовывать нашего заказчика и давать ему то, что он хочет под запрос. Это первое. Второе, довольно большая проблема на сегодняшний день есть в размытости понятия дизайнер. Потому что есть понятие дизайнер интерьера, и это очень близко к архитектуре, да, к архитектору. Человек, который все-таки должен понимать и разбираться не только в красоте и декорировании, и колористике, а он все-таки должен четко понимать, что есть эргономика, что есть вопрос инженерной реализации проектов, интеграции инженерии в дизайн-проект. Это довольно такой технический склад ума должен присутствовать. Например, в Европе изначально интерьерами занимаются тоже архитекторы, потому что изначально образование архитектора подразумевает то, что ты знаешь конструктивные нагрузки, механику зданий и большое количество именно сложных инженерных вопросов. Вот в связи с этим, как мне кажется, довольно правильно было бы, в принципе, составить какое-то сообщество дизайнеров интерьера, которые бы проходили, может быть, какое-то дополнительное подтверждение своих навыков для того, чтобы некоторое сообщество могло гарантировать заказчику, что он за свои средства получает действительно хорошую экспертную организацию или хорошего эксперта, профессионала, который сможет решить поставленные перед ним задачи. Ну и третий, наверное, аспект, который можно было бы отметить, то, что все-таки придумывается большое количество красивых, интересных, классных вещей, но здесь следующий момент – это, конечно, культура производства работ и реализация этих объектов в полном объеме, потому что бывает часто, что на картинке это выглядит
просто изумительно. А когда ты смотришь на результат, где-то что-то сэкономили, где-то что-то не получилось, где-то не хватило опыта состыковать красивые элементы, и результат просто не соответствует изначальной задумке. И вот от этого становится обидно. То есть хочется все-таки, чтобы вещи реализовывались в своем хорошем, крутом авторском замысле в должном качестве. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let В целом, my feet в Москве существует достаточно много определенных сложностей. Вот одна из сложностей – это рабочие руки. То есть люди создают очень красивые рендеры, на картинках все красиво, но в реализации получается совершенно иначе. И даже из-за этого многие брокеры, продавая элитную недвижимость, они не могут советовать определенных дизайнеров, потому что они не готовы разделять риски, которые влекут вот эти несовместимости картинок и реальности. Как вы для себя пытаетесь или решили вот эту проблематику? Очень хороший вопрос, спасибо, потому что мы над этим провели огромную работу. Значит, как только я появилась в компании, сразу провела анализ, какие инструменты нам использовать для развития нашего входящего трафика. Да? Понятно, что мы занимаемся лидогенерацией через контекстную рекламу, мы занимаемся тем, что усиливаем наших амбассадоров бренда офлайн. А также очень важно это правильное взаимодействие с брокерами. Это те люди, которые имеют первую коммуникацию с клиентом, и в их руках это рекомендация правильного дизайнера. Когда мы провели несколько встреч, и я поняла, что есть проблематика, есть риски, их риски по рекомендации, их боли и страхи, нам нужно было эти боли и страхи закрывать. Поэтому мы очень плотно поработали над качеством, над тем, что мы гарантируем определенный гарантийный пакет. Это стандарт операционных процедур, что мы не работаем на коленочках, у нас каждая процедура прописана. Да? Соответственно, мы осуществляем профессионально-технический надзор, авторский надзор. Технический надзор – это компания, которая имеет все сертификаты. У нас есть доступ к объектам, которые мы сейчас ведем. Пожалуйста, брокеры, приходите, смотрите, как мы все это реализовываем в реальном времени. Соответственно, мы для брокеров прописали самую настоящую партнерскую программу, в которой прописаны все шаги, наши шаги коммуникации с ними, с клиентом, как мы профессионально реализовываем все это, какие у нас дедлайны, то есть это сроки, качество продукта. Да? Мы показываем вплоть до того, какие материалы мы используем, с какими фабриками мы работаем. Мы сделаем полноценный тренинг для наших партнеров и допускаем их в святая святых, посмотреть, как мы это все делаем. Пожалуйста, мы сейчас транслируем, что мы даем 5 лет гарантии на реализацию. Это вообще уникальное предложение, потому что мало кто берет на себя такие риски. Соответственно, так как мы плотно занимаемся сейчас качеством, мы сформировали целый департамент качества, который всем этим занимается, и мы это транслируем официально. Внутри этих гарантийных 5 лет существует какое-то условное ТО, когда там ваша компания приходит, что-то проверяет, дает рекомендации по использованию и так далее? Мы в первую очередь предлагаем клиентам это дополнительный технический авторский надзор объекта на протяжении какого-то времени. Да. Мы рекомендуем и предлагаем. Если заказчик готов, конечно, мы это делаем. Но не все заказчики на это идут. Возможно, это связано с сегментом, потому что сегмент у нас премиум, делюкс. Не все хотят впускать людей в свой мир закрытый. Вот вы нам сделали, спасибо, до свидания. Но есть заказчики, которые действительно открыты, они пускают и на съемки в свои квартиры, и показывают их, и с удовольствием рассказывают и про нас, и про себя, и готовы допустить нас к авторскому техническому надзору дополнительному через год. Вообще его надо делать раз в год минимум. Поэтому если клиент не против, мы, конечно, это делаем. Мы рекомендуем это делать.
В наше время очень редко заказчики дают разрешение на то, чтобы итоговый интерьер можно было снять, в нем оказаться для того, чтобы провести в нем съемку. И мне очень хотелось тебе продемонстрировать в жизни, как получается тот результат, потому что тебе, как человеку, который занимается продажей элитной недвижимости, очень важно понимать, как на выходе получается готовый продукт, как живут наши заказчики, какой интерьер, материалы их окружают, для того, чтобы потом, может быть, больше как-то до них пытаться донести, почему именно стоит работать с профессионалами и доверять работу над последующей реализацией объекта в руки людей. Мы реализовали эту квартиру, общая площадь 160 квадратов для семейной пары с детьми, поэтому мы сейчас приглашаю тебя даже пройти по помещениям, посмотреть, что получилось на выходе. Абсолютно спокойная и мягкая гамма в типичных таких, вот как сейчас принято говорить, модных грибных оттенках. Это серо-бежевая гамма, очень мягкая, спокойная, но при этом на контрасте мы можем увидеть очень приятную отделку, гладкую, перламутровую в покраске. То есть она дает очень интересный рефлекс освещения, и на фоне таких вот обоев текстильных все это дело вместе сочетается и дает как раз-таки представление о таком глубоком, красивом, интересном интерьере в мягких, теплых тонах. При этом, если мы пройдем, посмотрим дальше, основные помещения у нас какие-то сантехнические в светлые оттенки даны, но тем не менее пространство мы решили расширить напротив зоны кабинета красивого светлого помещения с красивыми видовыми характеристиками на МГУ. Коридор расширяется у нас за счет большого, красивого, интересного декоративного зеркала. При этом мы осознанно пространство коридора расширили в этой зоне, тем самым у нас получается как некоторое пространство такого правильного холла с учетом отражения входа в кабинет в отражении. Вот такая вот интересная задумка. Полузумительный, да? Да, дуб, но при этом мы видим то, что данный дуб, он у нас тоже имеет морение, тоже в серо-бежевой гамме, что очень красиво сочетается со стенами. Но если стены более холодные дают оттенок, то здесь вот такое более тяжелое и основательное покрытие на полу. Точечный свет, конечно, нам дает основное освещение, но тем не менее в интерьере присутствуют такие декоративные элементы, как, например, вот эти прекрасные лампы фабрики Арка Хорн. Фабрика специализируется как раз-таки на том, что использует активно элементы из натурального корня в сочетании вот с такой вот полировкой металла анодированного, что в сумме тоже дает вот такую вот интересную глубину фактур, что в целом работает в очень правильном режиме. Как мы говорили про элементы, да, премиального интерьера. Например, та же самая столешница – это натуральный мрамор, который тоже со временем только приобретает своей стоимости, потому что он уникален, рисунок такой один, карьеры тоже в ограниченном количестве. Опять же, мрамора используется довольно много. Мы использовали в данном объекте мраморы также и на подоконнике, на красивую стену, где впоследствии у нас будет располагаться телевизор. Столешницы у нас также представлены из натурального камня. Прямоугольная форма в данном случае, конечно, могла бы подразумевать здесь еще и наличие большой столовой группы. Но, тем не менее, мы осознанно думали о том, что мы хотим эти пространства изолировать. Здесь есть хорошая мягкая группа для общения, отдельно есть кресло, можно почитать. Красивый торшер, который, в принципе, по комнате может в данном случае просто гулять. Тем более, что он очень красиво, вообще вот это кресло с угловым окном просматривается через всю анфиладу проходов, да, вот этих красивых. И прямоугольная форма здесь, конечно, играет свою большую роль. При этом у нас большая раздвижная дверь со стеклом. Она светопрозрачна, на кухне есть окно, опять же, сюда попадает днем свет, но в то же время, если дверь открыть, она уходит в скрытый короб, у тебя, в принципе, это все пространство объединяется. Вау, какая красивая люстра. Да, вот такая интересная люстра. Это фабрика, с кем мы работаем уже очень много лет. Это специалисты, в первую очередь скульпторы по керамике, которые находятся в области Флоренции. Фабрика очень известная, Sigma e Ledoux, это вот один из их шедевров, которые мы сумели красиво, на мой взгляд, очень интегрировать в это минималистичное пространство. При этом оно очень классно работает по цветам вот с этим вот материалом, да, который имеет уже такие теплые оттенки. Использовали, опять-таки, натуральную кожу на стульях. Кварц, который очень устойчив к царапинам и износостойкий материал, у нас использован на столешнице. Под заказ фабрика сделала раздвижной стол на случай, если мы принимаем гостей. Плюс здесь, конечно, принимает участие кухня. Это итальянский очень технологичный бренд, называется Dada.
спальня, мастер-спальня, да? Да, в данном случае мы говорим о том, что это полностью мастер-блок, который подразумевает наличие спальни, наличие самостоятельного своего мастер-туалет, мастер-water-клозет. Соответственно, здесь у нас присутствует хороший матрас, спальное место на 2 метра. Помимо этого, для заказчика здесь присутствует свое пространство гардеробное. Изумительно. И плюс, конечно же, это главный санузел, где мы использовали точно так же, как в детском санузле, светлый материал для облицовки стен, плюс вставки из натурального оникса с подсветкой. Изумительно. Они, конечно, придают, как световые фонари, очень большое ощущение присутствия пространства. Складывается ощущение, что оттуда буквально светит дневной свет, и работают они как световые окна. I've got you under my skin. I've got you. Мы делаем акцент на том, что премиальный интерьер – это интерьер, созданный из хороших премиальных отделочных материалов. Что такое премиальный хороший отделочный материал? Это те материалы, которые растут в цене. Это материалы, скорее всего, отличаются инновационностью. Эти материалы отличаются при этом натуральными составами, потому что все эти ресурсы, они постепенно уходят, и специалисты, которые умели раньше делать качественно данный продукт, их на рынке становится меньше, и тем ценнее становится данный выработки качества продукт, потому что меньше людей, которые готовы с ним работать, меньше, в принципе, есть изначальных этих материалов, с которыми можно работать. Мы пришли в особенное место, да, и этот бренд, он существует с 19 века. Это как раз-таки та преемственность, которую готовы покупать клиенты. Это то, что они хотят, для них это важно. Да, для них это важно, потому что они понимают, за что они платят. Они платят как раз-таки за идеальную внешнюю визуальную картинку, за то, что это будет материал долговечен, износостойкий, плюс он отвечает запросу экологичности. Самое главное, что пройденный период трансформации форм, мебели и всего остального так или иначе оставляет основную, самую главную функцию – это эргономику и комфорт. То есть целый бренд, начиная с каретного производства, сумел трансформироваться, отвечая запросу самых элитных слоев общества, да, актуального периода времени, в бренд, который окружает и по сей день создает замечательную среду для обитания людей, которые могут себе это позволить. Если мы детализируемся, может быть, по материалам, по всему. Да. Да, это безумно интересно, такое уже внутренняя кухня. Это внутренняя кухня. В данном случае, вот если мы посмотрим, здесь идут очень интересные фактуры, но здесь еще идет речь о том, что эти фактуры необходимо, конечно, смотреть в жизни. Вот мы говорили уже о процессе создания дизайн-проекта и представлении и позиционировании данных материалов перед началом реализации проекта. Это очень важно, потому что заказчик только в жизни может увидеть то, насколько этот материал богат по своей фактуре, насколько он интересно переливается под тем или иным освещением, и именно это все отличает премиальный продукт. Потому что зачастую, если это будет материал синтетический, либо если это будет принт, он не будет иметь определенной глубины. Он будет смотреться плоско, и это все не даст необходимого визуального эффекта. Соответственно, вот это переплетение нитей, оно тоже дает свою определенную игру, ритм, который в сочетании уже с другим материалом создает ту необходимую картинку. Плюс к этому мы можем добавить фактуру натурального нубука, которая уже отличается меньшей рефлексией освещения, она отличается определенной глубиной, очень приятно тактильно. Вообще невероятно да? приятно, да. Соответственно, применив сюда, например, стеновые панели из натурального дерева под лаком, мы уже формируем картину, где для того, чтобы все это дело, например, еще могло более интересно звучать, мы можем добавить фактуру металла, которая как раз-таки уже даст необходимый блеск. И вот за счет разницы этих материалов, за счет того, что они имеют разные светоотражения, за то, что они разные по лакировке, полировке и обработке в принципе,
Вот это все и дает общее представление о том, что интерьер как раз-таки относится к категории премиальной. Натуральные материалы за счет того, что они реставрируемы и восстанавливаемы по месту, либо в мастерской, они, конечно, имеют больший цикл эксплуатации. А если мы погружаемся вот в Сио сегодня, что это за бюро, из кого оно состоит, в чем его сильные преимущества, что сейчас происходит у вас внутри? То есть хочется понять, как внутри обстоят процессы. Команда у нас не очень большая, но максимально профессиональная. Она состоит из нескольких команд архитекторов и дизайнеров, которые работают над разными проектами. У них стоят совершенно разные задачи. Кто-то работает над непосредственно дизайн-проектами квартир, кто-то работает над архитектурой домов, кто-то занимается реконструкцией. У нас есть отдел маркетинга, который выстраивает нашу коммуникацию собственно, с нашим будущим клиентом, диджитал и офлайн. Это партнерская программа для брокеров, да, которой занимается отдел продаж. Моя основная задача – это стратегия, это куда мы идем дальше, где мы сейчас находимся и где мы хотим быть. У нас очень амбициозные планы, и в этом мы с Игорем очень похожи. Если раньше компания с моим приходом занималась в основном это дизайн-проектами, это реализация дизайн-проектов, то сейчас мы сконцентрированы больше на строительство, архитектуру, реконструкцию. Рынок диктует нам, что это необходимо, и анализ, который я провела, он к этому приводит. Соответственно, так как мы занимаемся полностью еще реализацией всех проектов, мы не только создаем красивый дизайн-проект, мы его еще полностью реализуем посредством наших партнеров итальянских фабрик напрямую, да. Мы комплектуем полностью техникой, соответственно, свет, мебель. Мы пришли к такому выводу, что помимо того, что мы уже делаем, нам необходимо предлагать нашим клиентам и полностью текстиль. Да, мы занимаемся портьерами, но мы сейчас расширяем эту линейку текстиля в формат постельного белья. Мы уже финализируем наши рендеры, занимаемся коммуникацией с фабриками, которые будут реализовывать в Италии. Мы также планируем расширять линейку в плане декора. Соответственно, это и предметы искусства нам интересны, которые мы планируем интегрировать в наши интерьеры. Не покупать где-то в галереях, а самостоятельно это все реализовывать. А также какие-то ароматы для дома, возможно, посуда. Поэтому в этом направлении мы сейчас стратегически двигаемся, чтобы давать полностью комплектацию нашему клиенту. Вот он нам отдался и вошел в квартиру уже с халатом и тапочками, с постельным бельем, с красивой посудой, которая соответствует интерьеру. Полностью это является одна какая-то линейка общая, там, кастомная, да, с индивидуальным парфюмом для его спальни или кабинета. Саша, расскажи, чем ты занимаешься в Сио? В Сио я на должности ведущего дизайнера со всеми вытекающими оттуда последствиями. Я занимаюсь непосредственно визуальной составляющей всего того материала, который выдается. Это непосредственно дизайн интерьера, то есть это визуальный облик, соответственно, чертежи и, соответственно, реализация уже в дальнейшем самого проекта, объекта под ключ. То есть авторский надзор — это... Авторский надзор, подбор материалов, коллажи, то есть все визуально. Ну, собственно, и техническая часть, конечно же, эргономическая часть, она вся на мне. Но, конечно, верховная инстанция — это наш вдохновитель, директор, это Игорь Олегович. Но на данном этапе это все я. Чем вы вдохновляетесь? Да, вдохновения очень много. Это
архитектура, природа, музыка, мода, искусство. То есть вдохновение на самом деле можно черпать везде, всюду. Люди вообще самое главное, мне кажется, вдохновение. Ну да, то есть, конечно, вдохновляющих людей очень мало на самом деле, но тем они ценнее, что когда они появляются, вдохновляют тебя, то это прям самое-самое ценное. Настя, вы архитектор. Да, все верно. Я в компании занимаю должность архитектора, но я бы назвала, что у нас архитектура, она больше завязана на интерьеры, и я, наверное, архитектор интерьера. В этом есть своя прелесть, потому что когда мы проектируем, мы думаем не только о внешнем виде какого-то объекта нашего, там, дома загородного, загородной усадьбы, мы сразу продумываем внутреннее пространство. Как правильно проектировать внутреннее пространство? От чего вы отталкиваетесь? Во внутреннем пространстве, естественно, мы отталкиваемся прежде всего от нашего клиента. Мы снимаем с него техническое задание, спрашиваем, что для него важно во внутренней части, где он проводит время, что он любит. И, исходя из этого, совмещая это все с нашим большим опытом, мы выдаем какие-то варианты планировочных решений и, в принципе, эскизы нашего проекта. Над чем вы сейчас трудитесь? Сейчас мы работаем над загородной усадьбой одной, над несколькими интерьерами, которые находятся в разных стадиях квартиры. Некоторые уже почти сданы для клиента, скоро у нас будет новоселье. А некоторые в стадии еще где-то в середине пути, когда еще вроде конец не виден такой, но даже могу сказать, что вот недавно мы с клиентами посещали, он ни разу не был на объекте, и мы приехали, когда еще вроде бетонная там, коробка и так далее, но они остались очень довольны, потому что они поняли, что планировочное решение полностью соответствует их ожиданиям. Вот, и иногда мы получаем даже на таком этапе уже чудесную обратную связь. А мы живем в эпоху готовых образов, визуальных образов, в том числе за счет социальных сетей. И у многих архитекторов на сегодняшний день девелоперы, и не только девелоперы, заказывают именно концепции. Они заказывают картинки. Им больше ничего от этих архитекторов не нужно. Более того, есть такое понятие, как сделать проект в стол. И мы были на одной выставке в Хутемас, которая проходила 1,5 года назад в Музее архитектуры Щусева, и там очень много проектов висело, которые никогда не были реализованы. Я задала логичный, как мне казалось, вопрос, а почему здесь висят проекты, которые не были реализованы? Это же миф, да, получается? На что мне сказали, нет, это тоже искусство, и проекты, которые делаются в стол, не для реализации, они точно так же способны высоко цениться, как и то, что было реализовано. Это было очень интересно и необычно для меня. Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что от вас хотят визуальные образы, концепции, настроение, красоту на бумаге, а потом люди хотят делать что-либо самостоятельно? Сталкиваетесь ли вы с этим и согласны ли вы сделать подобное? Нарисовать красивую картинку и пойти дальше? Если к нам изначально приходит человек и говорит, будьте любезны, сделайте мне, пожалуйста, концепцию, а я дальше над ней подумаю, то здесь возникает у нас вопрос, что скорее мы откажем ему в этой концепции, потому что мы хотим делать ту работу, которая впоследствии будет реализовываться. Но, тем не менее, понимая, что, может быть, далеко не всегда мы можем работать над такими масштабными проектами, как нам хотелось бы. То есть у нас есть определенный клиентский поток, но мы понимаем на данный момент, что нам больше интересно реализовывать себя в архитектуре. То иногда у нас бывает брейншторм с ребятами из отдела архитектуры, и мы думаем, а давайте подберем референсы и создадим какой-то такой продукт дома, в котором мы в принципе хотели бы жить. Потому что как только ты сумеешь правильным образом сформулировать тот продукт, который ты хочешь производить, даже если на него на сегодняшний день нет у тебя заказчика, то его, если немножечко разрекламировать и показать ту философию, которую ты хочешь транслировать, ты как раз таким образом можешь к себе привлечь заказчика именно на тот продукт, которым бы ты хотел заниматься. Получается, что визуализация – это тоже полноценная, даже не часть, а вот отдельная
искусство. Да, Да. да. Интересно. Просто, Игорь, на самом деле для меня было огромное удивление, что архитекторы очень многие, это очень необычно, это тонко, очень многие не считают создание реального дома значительно важнее, чем какая-то концепция, которая пошла в стол. Представляешь? То есть для них это вот продукты соизмеримые. Вот меня это просто поразило тогда. Как, да? Ну, то Как есть, люди об этом узнают? Вот он находится в столе, ты сам для себя понял, что ты создал на крутую самом деле вещь. есть очень много, во-первых, Но есть конкурс. Мы вот буквально вчера... и рендеры конкурс. Да, мы вчера как раз подались, это итальянский вот этот вот конкурс Golden Trezini. Мы в том году там заняли определенное место с реализованным проектом. Но если посмотреть категории проектов, с которыми можно податься, то есть отдельные категории проект, как проект, он не говорит о том, что это может быть и концепция, но есть отдельно и реализованные проекты. То есть в связи с тем, что категорий много разных, например, наш дом в Лигурии, поскольку он еще не реализован, он пока что находится просто на стадии проекта, он отмечен как концепция, и мы надеемся, что он, конечно, займет свое место по достоинству. Но в то же время подали и реализованные проекты. Посмотрим, что из этого выиграет.